Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Добро пожаловать на урок в нашу высшую школу бисероплетения «Зеленые птички». Сегодня у нас вводное занятие. Мы с вами будем говорить об нитках для бисероплетения. Что такое нитки для бисероплетения? Какие они бывают? Зачем они вообще нужны? Почему именно для бисероплетения и можно ли плести на каких-то других обычных нитках? Поехали! Я знаю, вы обратили внимание на мое колечко. У меня их тут 3. Посмотрите, здесь вот в подсказках ссылка на все 3 ролика по этим колечкам. У нас были уроки, я показывала, как сделать такие. Поэтому, если вы будете смотреть на мои руки и вам будут нравиться мои колечки, то вы знаете, где искать подсказку на мастер-классы о том, как сделать такие же классные украшения. Я помню свой первый урок в школе в кружке бисероплетения. Мне было 12 лет. Мы взяли ручку, тетрадку и записали туда: нитка для бисероплетения должна быть капроновая. Точка. Вощить нитку обязательно. 3 восклицательных знака. С тех пор производство, индустрия ниткоделания шагнула далеко вперед. Теперь вощить нитку не обязательно. Многие производители уже производят нитки, которые слегка навощены и даже не навощены. Не пчелиным этим воском, который мы ходили и выковыривали из сот или из свечек. Они это делают какими-то специальными химическими компонентами, которые не такие липкие, не такие гадкие, не такие пахучие. В общем, поехали. Давайте смотреть, какие нитки существуют. Сначала я хочу рассказать, почему нужны специальные нитки для бисероплетения, почему обычные швейные нитки не подходят. Хлопковая нитка рвется. Этого достаточно для того, чтобы не работать с ней. Просто очень будет обидно, когда вы что-то плетете, особенно вот в процессе, в середине, а нитка у вас бац, и порвалась. Хлопок нет, не подходит для бисероплетения однозначно. С хлопком вы не сможете делать правильное натяжение нити, потому что как только вы захотите подтянуть, есть вероятность, что все у вас рассыпется. Вообще все швейные нитки не подходят, не только хлопок, но и те, которые делаются из искусственных волокон. Все вот эти вот полиэстры и все такое, красивые, яркие нитки создаются для того, чтобы делать машинную вышивку. Эти нитки не подходят, потому что когда вы будете работать бисером, когда вы будете ходить туда-сюда, они начнут у вас раскручиваться. Они сделаны совершенно для другого процесса, для вышивания на швейной машине, и они не подходят для бисероплетения. Ну, можете попробовать и убедиться сами. В общем, для бисероплетения существуют специальные нитки. Они продаются у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Посмотрите в описании под этим роликом, я поставила ссылки. Заходите в магазин, смотрите, изучайте, какие нитки бывают. Сейчас я покажу вам все, которые продаются у нас, и расскажу об их особенностях. Почему я ничего не говорю про лавсан, про капрон и про прочие такие, казалось бы, подходящие для бисероплетения нитки? Потому что лично я считаю, что эти нитки для бисероплетения не подходят. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, зачем покупать дорогие нитки 100-200 рублей за катушку, если есть лавсан за 30? Я не знаю, что на это ответить, если честно. Лавсан за 30 рублей для меня очень давно перестал существовать, просто после того, как я взяла и попробовала сплести из бисера на нитки для бисероплетения. Вот мои любимые — это Tocha 1G. Они просто перевернули весь мой мир. Эти вот запутывающиеся нитки, которые все время пушатся, лохматятся, постоянно какие-то узелки, ты все время сидишь и развязываешь узлы, которые вообще непонятно каким образом у тебя получились. С нитками для бисероплетения у меня таких проблем практически нет. Очень иногда, очень изредка у меня получается завязать какой-нибудь узел, и тогда я просто вспоминаю старые добрые времена, когда бисероплетение было не бисероплетением, а распутыванием нитки. Поэтому сейчас я плету только на нитках для бисера. Сейчас я вам покажу свои, наверное, мои самые любимые нитки. Это Tocha 1G. Видите, у меня прям огромный набор, целая куча катушек. Я купила себе все цвета, которые смогла найти. Они у нас продаются вот в таких вот маленьких катушечках. На них написано, видите, Tocha 1G, Bead Thread, бисерная нитка, 300 ден, 50 ярдов. Сделано в Японии из нейлона. Производитель ниток 1G – это фирма Tocha. Они делают и японский бисер тоже. И такие же нитки бывают и вот в таких вот больших катушках. Если вы фанат такой нитки, то можете купить себе большую катушку. Но во всяком случае белого или кремового цвета или черного всегда вам пригодится. Это более экономный вариант. Здесь ее хватит надолго. Или если вы очень-очень много плетете.
В общем, Toho 1G бывают в больших катушках и в маленьких. Следующие нитки для бисероплетения, о которых я хочу вам рассказать, это нить KO. Она точно так же сделана в Японии, точно так же из нейлона, но она продается вот в таких вот маленьких, красивеньких, аккуратненьких катушечках. Эти нитки на самом деле очень похожи на Toho 1G. Они такие же, состоящие из множества параллельных волокон, при этом они навощены, но прям совсем чуть-чуть, и вот не этим вот липким пчелиным воском, а тем, который прям идеально держит натяжение нити, он вам помогает плести из бисера. Здесь на катушке написано Kobayashi Co. Ltd, то есть я так подозреваю, что Kobayashi Co. Ltd производит эти чудесные нитки в Японии, и они существуют самых разных цветов. Здесь только 4 варианта, а у нас в интернет-магазине greenbird.ru есть совершенно разные. Так что можете попробовать и их тоже. Дальше у нас нитки Sona. Вот хоть убейте меня, я не могу вам сказать, чем они отличаются от ниток KO и от ниток Toho 1G. Мне кажется, что все эти чудесные нитки, которые все сделаны в Японии, все сделаны из нейлона, у всех 330 DTEX, 100% нейлон, Made in Japan. Мне кажется, они все с одного, как будто бы они все с одного конвейера на самом деле сошли. Но я думаю, что, наверное, это не так. Но вот моим лично невооруженным взглядом я не могу найти между ними разницу. Если мне с закрытыми глазами поднести одну из этих ниток и сказать: Таня, угадай, что это, я не угадаю. Честно, я разницы не вижу. Может быть, увидите вы. Если увидите, если вы будете знать, чем они отличаются, если вы поймете, на что обращать внимание, пишите здесь в комментариях, мне будет очень интересно. В общем, вот такие вот нитки Sona, которые очень похожи на KO, только размер катушки отличается. И очень похожи на нитки Toho 1G. Вот они, нитки Sona. Белые, черные. Тут вот всякие иероглифы написаны. Может быть, кто-то из вас понимает, что тут написано. Какая-то мудрость. Вот, Made in Japan. BK Black, VH White. В общем, вот такие вот чудесные нитки Sona. На самом деле, нитки Sona, я читала про них, что их придумала, и они названы так в честь японского мастера бисероплетения Соноко Нозуи. Со-но. Я под этим роликом дам ссылку на ее сайт, зайдите, посмотрите на то, что и как плетут из бисера японские мастера. Соноко Нозуи, нитки Sona. Я думаю, что вам будет просто интересно для общего развития посмотреть на это. Ну, а мы едем дальше, и у нас дальше в обзоре следующие нитки, которые называются Hana. Нитки Hana, Beading Thread, тоже Made in Japan, тоже 100% нейлон. Видите, они такие навощенные, состоящие из множества параллельных волокон. Эта нитка не крученая, то есть когда вы плетете из бисера, вы практически не прокалываете ее насквозь, и иголка скользит все время рядом, очень сложно ее проколоть насквозь, то есть это очень удобно, когда вы делаете что-то из бисера, и очень удобно будет расплести, вернуть все назад, если вы там что-то напутали по вашему рисунку. Я вам сейчас покажу свои самые первые нитки для бисероплетения, когда я только начинала 13 лет назад, когда только появился наш интернет-магазин. У нас первые самые нитки — это вот эти вот чудесные Нима. Это для меня был просто прорыв. После Лавсана, после Капрона нитки Нима казались чем-то фантастически прекрасным, что-то не с этой планеты. Нима — это американский производитель, Coats делает эти нитки, американский бренд. И посмотрите, как они выглядят. Они у нас продаются, во-первых, вот такими вот наборами, в тубе разные цвета. Во-вторых, нитки Нима можно купить вот такими отдельными катушками. Такие вот маленькие, аккуратненькие шпулечки. Нитки Нима бывают разной толщины. Они есть толщины D. Это, наверное, самый популярный размер для бисероплетения. Видите, здесь вот есть маркировка D. 0,0, самые тонкие. Есть 0 потолще. Есть B, еще толще, и дальше уже D. То есть нитки 0,0 самые тонкие, потом 0, потом B и потом D. Они различаются по толщине. Если вы что-то плетете, то лучше возьмите нитку размера D. Ну, это, наверное, самый такой популярный размер нити Нима.
Наверняка у вас возник вопрос, зачем они нужны разной толщины, если оптимальный размер D. Рассказываю, бисер же бывает еще очень-очень мелкий, очень-очень-очень-очень крошечный, и, например, размер 0,0 нитки Нима можно взять для того, чтобы сплести из самого мелкого бисера какие-нибудь аккуратненькие бисерные колокольчики. Эти нитки лучше всего подойдут для вышивки. Мне не очень нравится, как они ведут себя при бисерном плетении. Они не вощеные. Они могут начать пушиться и лохматиться. Я всегда, когда раньше работала этими нитками, до появления в моей жизни ниток Tocha 1G, я работала с нитками Нима. И я всегда отрезала отрезки покороче, то есть можно было взять большой, но большой через какое-то время начинал пушиться. Вот он проходил через ушко иголки, и в этом месте, где он терся, ушко иголки начинало лохматить нитку, и к тому моменту, когда эта вот лохматая часть приближалась к бисероплетению, это уже становилось некрасиво, потому что эта лохмата торчала среди бисера, и было не очень классно. Поэтому я старалась брать короткие отрезки, чтобы ушко иголки не успело залохматить нить. Ну и это на самом деле было не очень удобно, потому что вы сами понимаете, при бисерном плетении иногда хочется длинную нитку сделать и плести ею. То есть для этого идеально подходит Tocha 1G. А Нима может подойти для вышивки. Вы берете Нима небольшими отрезками, ну где-то вот так вот, и до того, как она успела начать пушиться, вы просто ее пришиваете для вышивки. А когда я плела на нитках Нима, я всегда использовала пчелиный воск, потому что они очень скользкие, и у меня не получалось нормально держать натяжение без воска. А воск пачкает бисер, особенно белый, и это мне, если честно, не очень нравилось, поэтому я сейчас рада, что уже существуют нитки, которые навощены не пчелиным воском, который не пачкает светлый бисер. Хвала богам! Среди нас бисероплетов ходят легенды. Была клиентка, которая купила бисерное украшение, которое было сделано на вощеной пчелином воске ниткой, и у нее началась аллергия из-за того, что она это украшение носила на своей коже. Поэтому хвала богам, хвала производителям, счастье, что теперь не надо вощить нить пчелиным воском. И я могу выкинуть ту свою тетрадку из детства, где написано с тремя восклицательными знаками: вощить нить обязательно. Все, времена меняются, теперь уже нет. Ну а мы едем дальше, и у нас сейчас нитки Силамид. Силамид стали моими вторыми любимыми после того, как в моей жизни появились Нимы, перед тем, как в моей жизни появились Tocha 1G. Силамид продается на таких вот картоночках, они бывают разного цвета. Посмотрите, эта нитка уже, кстати, крученая. То есть она сделана не так, как сделаны предыдущие нитки. Она состоит из нескольких перекрученных между собой нитей. Но в отличие от обычных швейных ниток, она не раскручивается. Точнее, раскручивается, но не так активно, как швейная, потому что на эту нитку тоже нанесен воск. Вот если я ее трогаю, я прям чувствую, что она такая немножко липкая, то есть она не скользкая. Нитки Силамид тоже классные, они тоже подойдут и для вышивки бисером, и для бисерного плетения. Я их больше не использую, я их использовала 10 лет назад, до того, как узнала о японских нитках. Но попробуйте, может быть, вам это тоже понравится. Дальше в нашей программе нитки Eslon. Нитки Eslon очень сильно похожи на Нима, только они такое чувство, что навощены, может быть, совсем чуть-чуть. То есть они отличаются. И они продаются вот в таких вот катушечках, в которых даже и катушечки-то нет, просто такая вот бобинка нитки. Очень интересно, как они это сделали. На самом деле, честно скажу, честно признаюсь, я из них ничего никогда не плела, не пользовалась. Но у нас в интернет-магазине они появились, потому что люди просили, кто-то из вас, из наших клиентов просил, чтобы мы привезли такие нитки. То есть у них тоже есть свои фанаты, есть свои адепты, поэтому они есть и в нашем ассортименте тоже. Дальше в нашей программе Fireline. Это совершенно чудесная и не нитка, и не леска. Вещь, которая пришла к нам, к бисероплетам от рыбаков. Называется она плетенка микрофьюз, микро что-то там сваренное, расплавленное. Короче, какая-то нано-супер технология, которая пришла к нам от рыбаков. В общем, если у вас есть кто-то знакомый рыбак, спросить у него, что такое плетенка. Это вот такая вот вещь, типа нечто среднее между леской и ниткой.
Fireline называется. Бывает разной толщины. 2 ЛБ, 4 ЛБ, 6 ЛБ, 8 ЛБ. И, к сожалению, нескольких цветов, ну буквально там белый и черный, потому что это рыболовная тема, она была создана для рыбаков, поэтому оттенков здесь очень мало. Белый, серый и черный, всего 3 цвета. В общем, вот такая вот нитка Fireline американского производителя Berkley специально для рыбаков была сделана, и ими сейчас используется до сих пор, а мы, бисероплеты, ее под свои нужды приспособили, потому что эта нитка очень отлично подходит для плетения, например, с кристаллами, с бусинами, у которых острые режущиеся края. Они разрежут любую нитку на раз-два, они даже Fireline на самом деле могут порезать, а могут и не порезать. Поэтому, когда мы работаем с такими кристаллами, с бусинами, с острым отверстием, с острыми краями, мы предпочитаем Fireline. Просто на всякий случай. Дальше леска. У нас в интернет-магазине greenbird.ru лески не очень много, потому что высшая школа бисероплетения леску отрицает. Ну, точнее, не то, что она ее отрицает, она на нее смотрит вот так вот, немножечко свысока. Возможно, леска будет реабилитирована позднее, но леска не нравится лично мне тем, что она может порваться. Леска растягивается, когда вы сильно натягиваете, то она растягивается, и потом со временем ваше украшение может немножко повести, оно может стать таким растянутым. Плюс леска со временем может рассохнуться, рассыпаться и просто развалиться. Но если вы делаете украшение какое-то там буквально на несколько дней, и вам критически важно, чтобы бусины были на прозрачной нитке, то, конечно, это самый тот вариант. Еще есть мононить. У нас мононить продается разная, фирмы Gamma. Есть еще вот такая вот, сделана в Тайване. И мононить фирмы Gamma в таких вот больших катушках. Если честно, я на мононити не очень люблю плести, не очень люблю вышивать. Точнее, мне даже кажется, что на мононите плести невозможно. Она тонкая и она рвется. Но мононитью можно вышивать. Когда вам очень нужно пришить какую-нибудь прозрачную пайетку, прозрачный бисер на прозрачную ткань, ну нет никаких вариантов, кроме того, как взять прозрачную мононить. В общем, посмотрели вы сейчас обзор, я надеюсь, что вы не запутались. Если у вас какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. В общем, ставьте там лайк, задавайте ваши вопросы в комментариях, если вам что-то непонятно, и обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что наша школа, высшая школа бисероплетения только начинает свою работу, открывает для нас свои двери, и я каждую неделю буду снимать какой-то ролик про бисер. Мы с вами пройдемся по всем бисерным техникам, с самых азов начнем изучение этого чудесного древнего искусства. А в конце небольшое резюме про нитки. Каждая из ниток, которые я вам сегодня показала, подходит для каждого размера бисера. И для самого маленького 15, и 11, и 8, и 6, и даже 3,0. Все это отлично будет работать на всех этих нитках. То есть все нитки, которые называются нитка для бисероплетения, подходят для бисера и подходят для бисероплетения. Все продается у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Смотрите в описании под этим роликом ссылки на эти нитки и задавайте в комментариях вопросы, если вам что-то непонятно. И, кстати, пишите, на каких нитках любите плести вы, что вы предпочитаете, давайте устроим хит-парад. Борьба за приз зрительских симпатий. Рассказывайте, кто ваш любимчик, кто из ниток нравится вам больше всего. Пока-пока! А здесь оторвался микрофон, отвалился, и значит, пора расходиться. Все. Пока-пока!